У каждого кондитера наступает такой момент, когда хочется испечь многоярусный торт. Это во всех смыслах новый уровень. Чаще всего такие торты заказывают на свадьбы, но не всегда. Есть примеры детских, корпоративных или просто праздничных многоярусных тортов. Сегодня вы узнаете, сколько весит многоярусный торт, может ли такой торт быть легким и как правильно рассчитать размер и вес, чтобы все выглядело гармонично. С вами Петр Лисавкин, основатель кондитерской «Два зайца». Приятного просмотра! Покопавшись в интернете, можно найти разные схемы для многоярусных тортов. Чаще всего я встречаю схемы, где указано, какого размера форму брать на какой ярус. Но никто не говорит о высоте самого яруса. А ведь если нижний ярус сделать на 5 сантиметров выше, то это добавит несколько килограмм к общему весу. Первое, что я рекомендую вам сделать, это нарисовать свой будущий торт. Тут не нужно быть супер художником. Вам важно определиться, сколько ярусов вы хотите и какой ширины полочки вам нужны. А также понять, ярусы будут одинаковые по высоте или нет. Вариантов очень много и нет какого-то универсального решения, подходящего всем. Лично мне больше нравится, когда ярусы одинаковые по высоте, а диаметры не очень большие. Для начала нарисуйте на листочке в клеточку. Так мы сможем понять пропорции, а уже после определиться, подходит ли вес торта. Давайте рисовать. Мы хотим получить трехярусный торт на 40-45 человек. Нижний диаметр возьмем 24, средний 18, верхний 12. Чтобы ступеньки получились одинаковой ширины, диаметры должны отличаться на одинаковое количество сантиметров. В моем случае я взял 6, то есть полочка будет 3 сантиметра с любой стороны. Это удобно, в такой размер помещается декор, к примеру, крупная клубника. Теперь определимся с высотой ярусов. Для начала нарисую ярус высотой 8 сантиметров. Полочки смотрятся хорошо, но вот нижний ярус при таком диаметре смотрится плосковато. Сделаю его на 2 сантиметра выше. Тут будет какая-то окантовка. Так пропорции стали смотреться лучше. Второй ярус может быть стеганый с бусинками. Давайте нарисуем. А сверху поставим фигурки. Как вы поняли, я совсем не художник. Но даже из этой схемы понятно, что пропорции смотрятся хорошо, а фигурки нужны будут высотой 8-10 сантиметров. И весь торт с подложкой поместится в коробку до 40 сантиметров. Про упаковку и перевозку я рассказывал вот тут. Как теперь понять, сколько такой торт будет весить? Как всегда, у меня есть волшебная таблица для расчетов. Я сейчас просто вобью свои данные и получу ответ. Первый ярус, радиус 6 см, высота 8, второй радиус 9, высота 8, нижний высота 10, радиус 12. Получаем вес около 6,5 кг. Если вы хотите получить такую табличку в личное пользование, то пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Инструмент действительно полезный, им можно и одноярусные торты посчитать. Так что давайте наберем под видео 250 лайков. И я обещаю поделиться своими наработками. А вы поделитесь этим видео с друзьями, чтобы это произошло как можно быстрее. А для тех, кто готов повторить геометрию, сейчас разберем, как посчитать все вручную. Наш торт это 3 цилиндра. Про расчет веса и объема я рассказывал вот в этом видео. Сейчас подробно останавливаться не буду. Давайте посчитаем объем каждого сегмента. Площадь основания умножаем на высоту. Нижний ярус 4500 сантиметров кубических, средний чуть более 2000 сантиметров кубических, верхний около 900 сантиметров. Моя таблица это тоже посчитала и вывела. Школьную геометрию ставим на паузу, запускаем школьную физику. Нас интересует тема плотность. Это 7 класс, если что. Плотность равна массу разделить на объем. А вот теперь очень важный момент. Каждый рецепт бисквита, крема, начинки имеют свою плотность. Нам нужно найти среднюю плотность вашего конкретного рецепта. Вам нужно измерить и взвесить готовый одноярусный торт. Привожу пример. Мой торт диаметром 18, высотой 10 сантиметров, весит у меня 2,2 килограмма. При этом значения могут меняться в зависимости от рецепта.
Считаем плотность, так сказать, калибровочного торта. Мы делим его вес 2,2 кг на его объем 2500 кубических сантиметров и получаем плотность 0,87 кг на 1000 сантиметров кубических. Тут очень легко запутаться в тысячах, граммах, килограммах, перепутать нули, выбрать не те единицы измерения. Для удобства переведем в кубические дециметры. Прикиньте, дециметры тоже пригодились. Все просто. Кубический дециметр — это всем так хорошо знакомый литр. То есть плотность нашего образца 0,87 килограмма на литр. Остается привести многоярусный торт к этим же единицам измерения. Его объем получается около 7,5 литров. Теперь домножаем на плотность и получаем наши 6,5 килограмм. Эти цифры приблизительные, но с допустимой погрешностью. Вес на таких тортах может плавать на плюс-минус 400-500 грамм, в зависимости от слоя выравнивания или дополнительного декора. Но общее представление о размерах и весе вы получите. Еще одно очень важное замечание. Во всех расчетах мы брали размер готового торта. Не путайте с формами для выпекания. Еще будет выравнивание, так что печем в формах на пару сантиметров меньше. Напоминаю про лайки и про то, как это связано с моей волшебной таблицей. Увидимся!